Итак, всех приветствую, артовчан, на нашем канале. Очень рад вас всех видеть. Сегодня я буду вам показывать вот такой вот интересный бой. Очень сложный бой для меня. Мы играли с такими очень крепкими, прокачанными игроками, у которых сумасшедший просто скилл. У Соника ветка умений 320. У Мухаммада Али что-то порядка 270-280 умений командира. Хумолт — это вот отдельная похвала этому игроку. Это игрок, у которого прям большой талант. Это сразу видно, что вот стратегическое мышление у человека. Потому что, несмотря на то, что у него ветка умений 237, он практически на равных борется с такими гигантами, как вот эти вот игроки, да. Ну и я с веткой умений 247 умений командира. Итак, прежде чем я начну показывать вам этот бой, я хотел бы попросить вас очень сильно о том, чтобы вы обратили внимание, во-первых, на запись, которую я оставил вот здесь сверху над видео. Она говорит о том, что это видео создано на двух языках, на русском и английском языке. Чтобы найти свою часть, то есть английская часть видео будет начинаться приблизительно с середины этой видеозаписи, просто промотайте это видео, и оно продублируется на английском языке. Я не знаю, насколько хорошая эта идея дублировать вот так контент и в рамках одной видеозаписи давать две видеозаписи с разными аудиодорожками. Но я ничего не придумал лучше, кроме как сделать вот так. Я не знаю, как алгоритмы YouTube отнесутся к такому отношению, к такому формату видео. И тем не менее, я бы хотел вас попросить, чтобы вы поддержали, чтобы вы написали в комментариях, насколько это полезно, нужно ли мне вообще делать такие видео, нужно ли мне на английском языке переводить эти видеозаписи. Потому что возможность у меня есть перевести, но насколько это нужно, для меня пока что непонятно. Потому что это занимает у меня много времени, много, естественно, физического ресурса, да, финансового ресурса. Поэтому, если это вам откликается, если мне продолжать нужно делать такие видео, то поддержите, сделайте максимальный актив, напишите в комментариях, что это хорошая идея или же плохая идея, если эта идея вам не откликается. Итак, погнали. Будем смотреть бой. Да, я хочу сразу отметить, мне большая честь играть с такими игроками, как Мухаммад Али, как Соник, потому что это действительно топы в своей индустрии, это топы в своих рангах, это действительно круто. Да, можно спорить о том, что кто-то играет хуже, кто-то играет лучше вечно, но я считаю, что медали достаются в этой игре не просто так, и они о чем-то говорят. Итак, развертка. Естественно, давайте я отключу, наверное, или давайте покажу. Так как карта с водой, я, естественно, выхожу в развертку с воды. Понимаю, что с суши они соберут больше, потому что у них быстрее собираются ресурсы. Вот обратите внимание, насколько быстро круг забирания ресурсов работает на 320 умений командира. То есть это 320 умение, это 19-я ветка умений командира. Это очень много. Поэтому очень быстро. Смотрите, здесь даже моего койота перебивает Мухаммад Али. Но я понимаю, что мое преимущество это вода. И иду быстро разведывать ресурсы по воде. Минута 30 у нас сейчас на часах. И мои койоты уже на другой стороне карты. Это хороший результат, поэтому и я забрал все почти ресурсы у них с морских ресурсов. Мухаммад Али долго выходил в море, поэтому я подогнал сюда своих койотов и пытался предотвратить выход в море у Мухаммада Али. Поставил мину, чтобы быстро умерла дельта. Тем не менее, мне это не помогло, потому что слишком крепкий он оказался, и в воду ему все-таки выйти удалось. Однако я скопил юниты и ресурсы, быстро вышел в аллигаторов, и я отвоевал большой ящик.
Здесь можно, в принципе, ускоренно смотреть. Здесь забирает Соник большой ящик у Хумолда, естественно, потому что там бороться с ним практически невозможно. Здесь мы ящик прозевали, не забрали. Наша ошибка. Я все это время надеялся на Хумолда, он, наверное, надеялся на меня, и в итоге этот ящик мы не забрали. Здесь у меня уже 3 аллигатора против викинга 1. И, естественно, я наношу здесь большой урон по пехоте, забираю аллигатора, забираю даже верфь одну, насколько я помню. Отсюда пытается рашить Соник, но Хумолд тоже не последний игрок, подогнал сюда аллигаторы, построил вышки, хорошую линию защиты отстроил от быстрой атаки. Но Серафим тут как тут. От него спастись намного сложнее. Забирает одну верфь. Много ресурсов тоже этот Серафим забрал у Хумолда. Здесь я не могу, не хватает у меня ударной мощи, чтобы пойти и забрать морскую установку. Потому что тут уже их будет даже 3. Плюс викинг постоянно на заказе выходит новый. Можно было попробовать, но я не рискну. Здесь у нас получилась такая интересная ситуация, кстати. Когда Соник пошел сюда с Серафимом, он все время, все внимание уделял Серафиму. В то время как я успел здесь осой проникнуть к нему на базу и убить у него один истребитель, Вертекс. И даже успел забрать у него авиазавод. Когда у Серафима осталось здесь мало жизни, то он ушел назад. Я этого не видел, для меня это все было скрыто, я не обратил внимания. Поэтому я прозевал, и еще этот Серафим в итоге прилетел кошмарить меня. Здесь я пытаюсь пробить по воде, но опять это получается неудачно. Но я хотя бы забираю у него верфь, ограничивая его производство флота. Здесь можно ускорить, будет атака. Все, решается, атаковать или не атаковать Хумолд. В итоге решается атаковать. Мои здесь 2 аллигатора, я тоже пытаюсь их контролировать. И в итоге тут не вижу, как Серафим кошмарит мою базу здесь. Очень много тоже. Серафим вот этот окупил себя просто невероятно. Однако здесь в пылу сражений синий не пошел за ящиком. Я заполучил ресурсы из большого ящика очередного. Здесь наша атака не справляется. Где-то на вот этом моменте я вижу, что тут Серафим. Пытаюсь от него защититься, но бесполезно. Серафим умудряется забрать у меня завод. Умудряется забрать у меня здесь ПВО. В общем, Серафим очень сильно окупил себя. Этот Серафим столько нанес урона, сколько, наверное, не один наш юнит. И я, если честно, в этот момент даже думал, что все, это наша последняя минута боя, мы дальше не вывезем. Но нет. Здесь, кстати, у меня скопились ягуары, и я решил, что нужно прикрыться защитой аллигаторов и проникнуть аллигаторами, ягуарами, извиняюсь, нужно проникнуть и убить верви. Морские установки. Нужно убить морские установки. Потому что я понимаю, что тут база, основная часть армии как бы сзади, в углу. Здесь он боится аллигаторов, так как у аллигаторов есть ПВО. И в итоге я одну морскую установку только у него забрал. Но чтобы не потерять ягуаров, я отступил назад. Здесь можно дальше ускорить. Здесь будет атака одна, которая не справится. Я зову на помощь здесь Хумолда, и он помогает. И мы вместе перебиваем с минимальными потерями его викингов. Синий опять в панике, не знает, что сделать. Здесь теряет много своих юнитов. Мои ягуары, я напоминаю, что живые, я коплю еще. И параллельно выхожу обратно в ягуар. Здесь Серафим все еще стоит. Все никак мы его не можем выкурить. Уже 2 Соляриса, как видите. Здесь, кстати, Соляриса он потерял по своей ошибке, не доконтролил. Продолжаем. Здесь идет атака. То есть постоянно попытки убить по суше Хумолда от Соника не прекращались. Однако большинство из них были безуспешны.
потому что постоянно напрягали мы с воды. Да, здесь я уже понимаю, что много накопилось армии. У синего, видите, выдвигаю сюда аллигаторы, потому что понимаю, что он будет идти с суши. Для меня это опасно. Тут уже много скопилось авиации. Да, правда, она у него почему-то большинство умерло. Уже, видимо, от аллигаторов. Видите, здесь уже щит. Все в порядке. Но у меня здесь выходит Левиафан, который очень мне помог в этой битве. Видите, на меня уже... Я уже знаю, я готовлюсь к тому, чтобы встречать его основную армию. Он не решается идти отсюда через аллигаторов, потому что тут слишком узко. И он может многое потерять. Здесь я ускорим. Мое ядро прилетает очень хорошо. Несмотря на то, что попал я немного не точно, все равно, видите, много... Но у меня 7-го уровня, 7-го класса Левиафан, он хорошо бьет по щиту в том числе. Здесь я подгоняю ягуары. Он опять-таки, видите, для него сложно, что он не может идти линейно и бороться отсюда напрямую. Видите, мой Левиафан догоняет, крошит очень много зевсов. Я тут понимаю, что его армия осталась сбоку, и быстро на разведке техники отправляю своих ягуаров, которые даже без хама, но помогают мне пробить морские установки. А тут же я уже аллигаторами встречаю основную часть его армии, и очень удачно у меня получается его здесь встретить, потому что тут еще более узкий проход, и я практически всю его армию перебил с моря, что получилось для меня удачно. Здесь аллигаторами, видите, я пытаюсь убить морские установки, потому что мне нужно мою морскую силу всю направить на базу синего. Здесь также пытается скопиться зеленый и пробить его с земли. Здесь можно ускорить. Видите, есть Солярис насколько быстрый, но тут карта узкая, и убежать ему не удалось. Здесь все еще мы не решаемся. Лечу свои юниты, лечу Левиафана. Хумолд даже пригнал сюда одну барракуду. И все, и здесь... Здесь, кстати, Солярис находит уютное место, и отсюда тоже много зданий покрошил. Но тут уже у нас хватает огневой мощи, чтобы пробить синего с воды. Видите, опять вышел Солярис, но без ПВО Солярис и без авиации он бесполезен. Поэтому его я очень быстро убиваю. И уже морская сила делает свое дело. Здесь, видите, до сих пор Солярис крошит. Очень много юнитов покрошил. Видите, очень много торов. Пытается пробить штаб. Но штаб, конечно, так тоже... Ему нужно было более сосредоточенно ударить. Ударить всеми торами в одну точку. А он так широко взял, и штаб его не упал. Так как Соник много ресурсов потратил на производство торов, на производство флота, у него не удалось пробить Хумолда с земли. И как следствие он остается один против двоих. И здесь уже дело техники. Тут мы уже вдвоем перебиваем его практически в одни ворота. Вот такой вот интересный бой получился. Было очень сложно. Если эти противники наши будут смотреть бой, я хочу поблагодарить их. Большое спасибо за этот сложный для нас бой. Это честь для нас играть с такими игроками. Как вам такой бой? Как вам формат с переводами боев на несколько языков? Пожалуйста, ставьте обратную связь, напишите в комментариях. И до следующего видео. So, greetings to everyone, Artyom fans on our channel. I am very happy to see you all. Today, I will show you this interesting battle.
a very difficult battle for me. We played with very strong, well-trained players who have an insane amount of skill. Sonic's skill tree is 320. Muhammad Ali has around 270 to 280 commander skills. Hummel deserves special praise as a player. This player has a great talent. It's immediately clear that the person has strategic thinking, because despite the fact that his skill tree is less than 237, he fights almost on par with such giants as these players, right? Well, and I am with a skill branch of 247 and less in commander. So before I start showing you this fight, I would like to ask you very strongly to pay attention, first of all, to the note I left here above the video. She says that this video is made in two languages, in Russian and English. To find your part, the English part of the video will start roughly from the middle of this recording. Just skip to that part and it will be duplicated in English. I am not sure how good this idea is of duplicating content like this and providing both in one video recordings with different audio tracks, but I couldn't think of anything better except to do it this way. I don't know how YouTube algorithms will react to such an approach, to such a video format. Nevertheless, I would like to ask you to support, to write in the comments how useful this is, whether I should even make such videos, whether I should translate these videos into English. Because I have the opportunity to translate, but how necessary this is, I still don't understand. Because it takes me a lot of time, a lot of physical resources, financial resources, naturally. So, if this resonates with you, if I need to continue making such videos, then support it. Engage as much as possible. Write in the comments whether this is a good idea or a bad idea if it doesn't resonate with you. So let's go. We will watch the fight. Yes, I want to immediately note that it is a great honor for me to play with such players as Muhammad Ali and Sonic, because they are truly top in their industry. They are top in their ranks. It's really cool. Yes, one can argue forever about who plays worse and who plays better, but I believe that medals in this game are not awarded just like that, and they mean something. So the layout, naturally, let me disable it or maybe show it. Since the map has water, I naturally start the deployment from the water. I understand that they will gather more sushi because their resources are collected faster. Notice how quickly the circle of resource gathering works with the 320 commander skill. So that's 320. This ability is the 19th commander ability tree. That's a lot. Therefore, very quickly, look, even my coyote is interrupted by Muhammad Ali here. But I understand that my advantage is the water. So I swiftly go to scout resources by water. It's 1 minute and 30 seconds on the clock now, and my coyotes are already on the other side of the map. This is a good result. So I took almost all the resources from them, from the sea resources. Muhammad Ali took a long time to go to sea, so I brought my coyotes here and tried to prevent Muhammad Ali from going to sea. I placed a mine to quickly eliminate the delta. However, it didn't help me because he turned out to be too strong. And he managed to get into the water after all. However, I gathered the alligator units and resources, quickly moved into alligators and reclaimed the big crate. Ok, žita, že potračím to. Here you can basically watch in fast forward. Here Sonic takes a big crate from Hummel, naturally.
because it's practically impossible to fight him there. Here we missed the box, didn't take it. Our mistake. I was relying on Kumalda all this time. He was probably relying on me. And in the end we didn't take that box. Here I already have 3 alligators against 1 Viking. Naturally I inflict heavy damage on the infantry here, take the alligators and even take 1 shipyard as far as I remember. Here Kitabu Kunakusta Unele Shidiat here Sonic tries to rush, but Humald is not an amateur player either. He brought in alligators, built towers and set up a good line of defense against a quick attack. But Seraphim is right here. It's much harder to escape from him. Takes 1 shipyard, and Seraphim also took a lot of resources from Humulda. Here I can't, I lack the striking power to go and take the new naval installation because there will already be 3 of them. Plus a new Viking is constantly being ordered. I could have tried, but I didn't risk it. Here we have an interesting situation, by the way. When when Sonic went here with Seraphim, he was constantly focusing all his attention on Seraphim, while I managed to sneak in a wasp to his base and kill one of his fighters, Vertex, and even managed to capture his air factory. When Seraphim had little life left here, he withdrew. I did not see it. It was all hidden from me. I didn't pay attention. That's why I missed it. And then Seraphim ended up coming over to harass me. Here I am trying to break through via the water. But again, it turns out unsuccessfully. But at least I take his shipyard, limiting his fleet production. Here I can speed up and it will be an attack. Everything is being decided to attack or not to attack. Kumel eventually decides to attack. There are 2 alligators here. I'm also trying to control them. And in the end I don't see how Seraphim is harassing my base here. Quite a lot too. Seraphim paid off incredibly. However, in the heat of battle the blue one didn't go for the crate. I obtained resources from another large crate. Our attack is not succeeding here. At this point I see that there's Seraphim. I'm trying to defend against him, but it's useless. Seraphim manages to take my factory. He manages to take my anti-aircraft here. In general, Seraphim really paid off. The Seraphim dealt as much damage as probably none of our units. And honestly, at that moment, I even thought that this was our last minute of battle. We wouldn't last any longer. But no. Here, by the way, I have gathered jaguars and I decided that it is necessary to cover myself with the protection of alligators and penetrate with alligators. Jaguars, need to penetrate and kill the maritime installations. Because I understand that there is a base here. The main part of the army is kind of at the back, in the corner. Here, he's afraid of the alligators because they have anti-aircraft defense. And in the end I only captured 1 of his naval installations. But to avoid losing the jaguars, I retreated. Here we can speed it up further, and there will be an attack here, which cannot cope. I call for assistance here from Humold, and he helps. Together we take down his Vikings with minimal losses. Blue is panicking again, doesn't know what to do, losing a lot here. My units, my jaguars, I remind you, are still alive. I'm gathering more, and at the same time I'm going back into jaguars. Seraphim is still standing here. We just can't smoke him out. Already 2 Soliri. Here, by the way, he lost his Soliri due to his own mistake, lack of control. Continuing. Here is an attack that is constant attempts to kill Humold by land from Sonic did not stop, but most of them were unsuccessful. Because we constantly pressured from the water, yes,
here I already realized that a lot of army has accumulated. I'm sending alligators here on the blue side because I understand he'll be advancing on land. That's dangerous for me. There's already a lot of aviation gathered here. Yes, indeed, most of them apparently died. Probably because of the alligators. You see, there is already a shield here, everything is fine. But I have a Leviathan coming out here, which really helped me in this battle. You see, I am already aware I'm preparing to face his main army. He doesn't dare to go through here past the alligators because it's too narrow. And he might lose a lot. Here we speed him up. My core arrives very well. Even though I landed slightly off, you still see a lot. Well, I have a 7th level, 7th class Leviathan. It hits the shield well, among other things. Here, I am moving the Jaguars closer. Again, as you see, it's difficult for him because he can't move linearly and fight directly from here. You see, my Leviathan catches up and crushes many Zeuses. I realize here that his army stayed to the side, and I quickly send my Jaguars for reconnaissance. Even without the jammer, they help me break through the naval installations. And here I am, meeting the main part of his army with alligators. And very fortunately, I'm able to meet him here, because this passage is even narrower. And I practically defeated his entire army from the sea, which worked out well for me. Here with the alligators, you see, I am trying to destroy the naval installations because I need to direct all my naval forces to the blue base. Here green is also trying to gather and attack him from land. Here you can speed up. You see, Solaris is so fast here, but the map is narrow and he couldn't escape. Here we are still not deciding. Healing my units, healing the Leviathan. Hamel even brought one Barracuda here. And that's it. And here. Here, by the way, Solaris finds a cozy spot. I also destroyed many buildings from here. But here we already have enough firepower to break through the blue from the water. You see, Solaris came out again, but Solaris without anti-aircraft defense. And without aviation, he's useless. That's why I defeat him very quickly. And already the naval force is doing its job. You see, Solaris is still crushing here. He has crushed many units. You see, many Thors are trying to hit the headquarters. But the headquarters, of course, like this. He needed to strike more focused. Strike with all Thors in one spot. But he took it so broadly and the headquarters didn't fall. Due to Sonic spending a lot of resources on producing Thors and the Fleech, he was unable to break through Humalda from the ground. As a result, he is left alone against two. Here it's already a matter of technique. Here we are both almost overwhelming him one-sidedly. It turned out to be such an interesting battle. It was very challenging. If these opponents of ours are watching the battle, I want to thank them. A big thank you for this challenging battle for us. It's an honor for us to play with such players. How do you like this battle? What do you think about the format with translations of battles into several languages? Please leave feedback and write in the comments. See you in the next video.